доброго утра, хорошего дня, уютного теплого вечера и мирного неба над головой. Я Надежда, и вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Сегодня я к вам с очередными носками. Вязала я их из пряжи, не знаю какая, но это давно было уже у меня, эта пряжа. Она по качеству, по всей вероятности, чистая шерсть, потому что Моль мне сказала после того, как съела один моток, что это чистая шерсть. Толщина нити примерно 240-250 метров, как я вижу. Вязала эти носки спицами 4, вязала Magic Loop. Тут есть узорчик на основе резинки 3х3. Провязала я резиночку 3х3 небольшую, а потом перешла к провязыванию рисунка. Сейчас вы увидите схему этого рисунка. Ну и, естественно, посмотрите, как я его вязала. Пятка стронг. На моем канале есть видео, как вязать пятку стронг. Можете посмотреть, потому что тут я очень сильно подробно ничего рассказывать не буду, просто наметками скажу. Потом я расскажу вам, как добиться вот такого кругленького мыска, как я его закрываю, как я его формирую. И что вот такой результат у меня получился. Последние петли, которые у меня останутся на спице, я закрываю иглой. Это я тоже вам покажу. Получается аккуратный мысок, кругленький и красивенький. Итак, эти носки у меня большого размера. Размер у них 28 сантиметров в длину носок. Это примерно 44-45 размер. Сейчас я отдельно вам скажу, как определить, если вы, зная размер обуви у человека, естественно, все размеры имеют значение в сантиметрах. Табличка, внимание. И для того, чтобы определить, на какой объем рассчитывать количество петель, я даже для носков всегда вяжу образец и рассчитываю, потому что по-другому никак не получится, будут либо великие, либо малые. И вот я знаю, что 44 и 45 размер это 28 сантиметров. Я знаю, что нога моего клиента средней полноты, то есть не очень полная. Значит, от 28 сантиметров отнимаю 2 сантиметра, и у меня получается объем ноги. Вот, пожалуйста, смотрите. Сейчас немножко растяну, потому что резинка вот 13 сантиметров. Тут вдвое, значит 26 сантиметров. Если нога полная, большой полноты, то отнимается 1 сантиметр. Ну, если вы прям вот не знаете, какая полнота у человека, так сомневаетесь, ну, отнимаете на всякий случай 1 сантиметр. Я думаю, что 1 сантиметр особо на размеры не повлияет. Человек, по крайней мере, не выпадет из тех носков, это точно. Ну что, приглашаю посмотреть, как я вязала эти носки. Я набрала 48 петель на каждый носок. Это количество петель, которое делится на 6, на 8. То есть для этого рисунка мне надо, чтобы количество петель делилось на 6. Я провязала резинку 3х3, потому что на основе этой резинки будет вывязываться мой узор. Итак, начинаю. Так, я всегда навешиваю маркер на начало. Там, где я начинаю вязать, самый первый ряд, я всегда навешиваю маркер, потому что вязать по кругу на 2 носка одновременно, потом пересчитывать ряды, где надо начинать вывязывать пятку или закрывать мысок, мне это не улыбается. И я решила, что я буду всегда навешивать маркер, и я знаю, что это у меня начало ряда. Все буду начинать с этого носка, заканчивать этим. Так, начинаю вывязывать рисунок. Рисунок, ну, очень простой. На основе резинки 3х3. Мне он понравился, и я решила его связать.
1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 лицевые провязываем, 3 изнаночные провязываем все изнаночными. И это будет в каждом ряду так. Опять 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночные. Так я провяжу по кругу на одном носке и на втором. Первый ряд раппорта я провязала и начинаю вязать второй. В принципе, этот узор и состоит всего лишь из 2 рядов раппортов. 3 лицевые, 3 изнаночные. Чередуя эти 2 ряда, получается этот рисунок. 3 лицевые, 3 изнаночные. Сейчас провяжу опять-таки полностью круг, завершу и опять вернусь. И опять я в начале ряда. 1 лицевая, это уже у меня опять повторяется первый ряд раппорта. 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночные. Изнаночные, полосочка изнаночных петель провязывается постоянно неизменно изнаночными. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночные. Итак, я провяжу этим узором до начала пятки и потом к вам вернусь. И тогда вы уже увидите результат, как получается этот узор. И поговорим тогда о пятке. Пятка у меня будет стронг. Я считаю, что это самая простая пятка, самая удобная для любого узора. Ну и в носке она тоже удобная, потому что хорошо облегает ногу. Одним словом, вернусь к вам. Кстати, у меня на канале, если кто-то не захочет ждать, пока я вам покажу пятку стронг, есть видео, сейчас выскочит подсказочка с этим видео, как вяжется пятка стронг. Все, буду вязать дальше. Провязала я немножко рисунком, вот как он выглядит, но естественно вязальщицы все знают, что рисунок после стирки или отпаривания выглядит намного приличнее и красивше. Так, теперь я отметила 2 центральные петли, от которых я буду вывязывать пятку стронг на одном носке и на втором. Еще раз повторяю, на моем канале есть видео, как вяжется пятка стронг. Здесь я более подробно этого не буду рассказывать, поскольку моя цель показать узор, а не как вывязывать пятку. Так, я узором довязываю до 2 центральных петель. Продолжаю вязать этот узорчик. Потом уже, когда я буду заканчивать пятку, я перейду на стопе на полностью лицевую гладь. Полностью лицевая гладь будет у меня на стопе. Верх останется с рисунком. Итак, довязала до маркера. Маркер перебрасываю. И из нижней петли, из петли нижнего ряда стенки, вывязываю лицевую петлю. Вывязываю лицевой петлю, ту среднюю вторую петлю, одну из 2. Следующая петля лицевая. Из нижней дужки петли, вернее, из одной дужки нижней петли вывязываю дополнительную петлю и продолжаю вязать узор. Так я буду увеличивать после маркера и перед маркером петли до тех пор, пока количество петель у меня с этой стороны не удвоится. Вот у меня 48 петель, значит 24 петли на одной спице, 24 на второй спице. И вот до тех пор, пока у меня здесь не увеличивается количество петель до 48, я буду делать прибавки. Ну, это все я рассказываю в том видео, что петли должны увеличиться вдвое, и потом начинается убавление.
Точно так же я сделаю и на этом носочке. И буду вывязывать пятку. Что-то я еще хотела вам сказать. Значит, я к вам вернусь уже на последнем этапе убавления петель, потому что здесь есть нюанс. Когда вяжешь по кругу и на спицах одновременно 2 носка, есть небольшое затруднение. Я вам покажу, как я из этого буду выходить. Ну, а сейчас я буду просто вязать пятку. А вы, если не знаете, как вяжется пятка струн, посмотрите видео, в котором я объясняю, как. Вернулась к вам немножко раньше, не немножко, а совсем рано. После первой прибавки я буду, вернее, после каждой прибавки провязывается круговой ряд без прибавок, и только после кругового ряда начинаются опять прибавки. То есть в каждом втором ряду делаются прибавки. Вдруг вы не захотели посмотреть видео, где я объясняю, как вязать пятку стронг, и решили, что надо делать в каждом, и вяжете самостоятельно. Ну, я вам рекомендую все-таки посмотреть это видео. Возможно, вас заинтересует эта пятка. Ну, в принципе, вы можете вязать любую пятку, какая вам нравится. Просто, если вам нравится этот узор, использовать этот узор в любом случае можно. Ну, дальше я продолжаю вязать. Значит, это у меня, я говорила, что это у меня начало ряда, где у меня висит маркер внизу. Значит, первые прибавки я сделала на этом носке, потом обошла по кругу, сделала на этом носке. Теперь здесь я провяжу ряд, вернее, провяжу без прибавок, обойду круг и опять буду делать прибавки. Все, встретимся, когда я сделаю все прибавки. Итак, одну пятку я уже закончила. Здесь у меня болтается петелечка с маркером. Я потом покажу, что я с ней буду делать. Это тот нюанс, о котором я вам говорила в начале. Значит так, вот это у меня середина пятки. Это одна петля, это вторая петля, которая была центральная в пятке. Сейчас я довяжу до них, покажу, что я буду делать дальше. Я буду делать убавки, как на предыдущей пяточке. И когда дойду до конца, я потом покажу, откуда у меня взялся этот маркер. Довязала я до маркера. Сбрасываю его, мне уже не понадобится. Вот эта центральная петля, одна из двух, которые я оставляла. Провязываю ее. И теперь начинаю делать убавки. Первая, вторую просто так провязываю. Возвращаюсь назад. Первую снимаю, хорошо подтягиваю ниточку, провязываю петлю, где две у меня вместе, центральная петля одна, центральная другая, провязываю 2 петли вместе. Следующую петлю провязываю просто 1 петлю. Возвращаюсь назад, провязываю 2 центральные. Здесь у меня уже все будет отлично видно, как вязать. Первую провязываю, а потом провязываю петлю снятую со следующей петлей, чтобы не было дырочки. Провязываю следующую петлю. И так возвращаюсь, то же самое делаю с этой стороны до тех пор, пока я не дойду до конца. И когда я уже там окажусь, я к вам вернусь и покажу, откуда же у меня взялась та одна петля и зачем она мне нужна. Итак, осталось у меня 3 петли с одной стороны, 3 петли с другой стороны, еще не задействованные в убавке. Значит, провязываю 2 петли вместе, 1 петлю, как всегда, я провязываю следующую, чтобы избежать между петлями дырочки. Разворачиваюсь и вяжу по изнанке. Эту петлю, естественно, я снимаю и вяжу по изнанке. В противоположной стороне, где у меня тоже осталось 3 петли. Довязала до противоположной стороны, провязываю 2 петли вместе и 1 петлю, чтобы брать дырочку. И в результате у меня получается на
стопе, на нижней части, на 2 петли больше. Вот по идее бы, если бы я вязала один носок отдельно от другого, то у меня я бы вернулась сюда, провязала здесь 2 петли, вернулась сюда, вернее даже не возвращалась, а уже по кругу идя, я бы уже провязала 2 петли здесь. Но так как у меня нет возможности так сделать, вот если я сейчас начну вязать, вернусь назад, уже у меня не будет возможности. Петля будет сзади. Значит, я эту петлю снимаю на маркер, вот точно так же, как здесь висит на маркере. Снимаю его и сбрасываю. Дальше начинаю вязать лицевую сторону. Сейчас довяжу до следующей петли своей, которая была снята, вернее, провязана отдельно для того, чтобы закрыть дырочку. Естественно, сейчас получилась дырочка между следующими петлями. Сейчас довяжу и покажу, что там. Итак, вот у меня тут дырочка между стопой и верхом, и мне надо ее закрыть. И это как раз одна из лишних петель. Я сейчас подтягиваю спицу и провязываю эти 2 петли изнаночной, поскольку у меня здесь идет изнаночная петля. В верхней части у меня первая изнаночная петля, и чтобы не нарушать узоры, я эти 2 петли провязываю изнаночной. Все. Здесь у меня уже стало на 1 петлю меньше. Теперь я начинаю уже вязание по кругу. Сейчас дойду до маркера до этого, то есть до конца верхней части, и к вам вернусь. Вот у меня на спице осталась 1 петля не провязанная, я ее переснимаю не провязанной. Сюда же возвращаю, надеваю с маркера петлю, снимаю маркер, затем эти обе петли перемещаю на спицу, вот сюда, на эту спицу, и провязываю вместе изнаночной, опять-таки по рисунку верхней части. Все, у меня уже на стопе не 50 петель, как было, а 48, как должно, вернее 24, потому что всего у меня тут 48 петель, значит сверху у меня 24 и на нижней спице у меня 24, это 50 у меня было, когда я удвоила все петли. И теперь у меня опять тут 24 петли, а получалось 26. Все, перехожу на вязание следующий. Перехожу на вязание следующего носка. Вот у меня тут тоже петелька. Я ее надеваю на спицу. Вот та петля, что у меня была на маркере на первом носке. Провязываю 2 петли вместе изнаночной, опять-таки по рисунку, потому что эта петля уже пойдет у меня в верхнюю часть носка. Провязала. Теперь довязываю до конца верхнюю часть. Осталась у меня 1 петля верхней части и 1 петля, та, что у меня лишняя, с нижней части. И теперь я их провяжу вместе изнаночной по рисунку верхней части носка. Все, круг замкнут. И теперь я начинаю, вернее продолжаю вязать уже по кругу оба носка. Нижняя часть будет постоянно провязываться лицевыми петлями, верхняя часть по рисунку до мыска. Там мы встретимся. Ждите меня у мыска. Довязала до того момента, как мне надо закрывать мысок. Я провязала 1 ряд изнаночными петлями, чтобы только сверху, чтобы отделить рисунок от мыска, потому что мысок я буду вязать лицевыми петлями снизу. Я провязала просто лицевыми петлями.
Итак, что я буду делать дальше? Мысок у меня будет ленточный. Количество петель у меня 48. Я это количество петель делю на 3. Получается, ну, в общем, 24 на 3 у меня получается 8. По половинке. Зачем мне потом еще делить на 2? Значит, сверху у меня 24 петли, снизу 24 петли, получается 8. То есть я буду мысок закрывать в 3 этапа. Первый этап я буду делать уменьшение через ряд, второй в каждом ряду, и третий я буду закрывать мысок, вернее петли, оставшиеся петли с иглой. Значит, начинаю закрывать, вернее делать убавки. Как я это буду делать? Вот первую петлю я провязываю лицевой, это у меня ленточка, боковая ленточка при закрытии петель. Потом одну петлю снимаю, это у меня убавка с наклоном влево. Одну петлю снимаю, вторую провязываю и через непровязанную снятую петлю протягиваю. Дальше вяжу все петли лицевыми. Не довязываю до конца 3 петли. Здесь у меня с левой стороны у меня убавка вправо. Провязываю первую петлю лицевой, возвращаю ее на спицу и на нее накидываю непровязанную вторую петлю. Одна лицевая, то есть петля ленточки. Сзади, вернее на подошве, я проделываю то же самое. Первую петлю провязываю лицевой. Здесь у меня с правой стороны наклон влево. Одну петлю снимаю, я ее разворачиваю, чтобы была красивая убавка, разворачиваю. Вторую провязываю и снятую петлю набрасываю на провязанную. Дальше повторяется то же самое, что я делала с левой стороны. Делаю убавку справа. Сейчас до нее довяжу и сделаю. Опять-таки с левой стороны у меня делается убавка вправо. Первую петлю провязываю, возвращаю на спицу, на нее набрасываю вторую петлю. Третью петлю провязываю лицевой. На втором носке повторяется то же самое. Первая петля провязывается, это петля ленточки. Вторая петля, снимаю ее не провязанную, но при этом я ее разворачиваю. Третью провязываю лицевой, набрасываю на нее не провязанную петлю, снятую предварительно. Вяжу до левой стороны. С левой стороны убавка вправо. Провязываю одну петлю, возвращаю ее на спицу. На нее набрасываю вторую петлю не провязанную, снимаю, третью петлю провязываю лицевой. Сейчас еще раз покажу вам с этой стороны, как я провязываю эти петли, и дальше уже можно будет вязать не на видео. Я думаю, что вы уже все поняли. Первая петля провязывается, вторая снимается не провязанная, ее развернуть надо обязательно, это убавка влево с правой стороны. Третья петля провязывается лицевой, на нее набрасывается не провязанная петля. Довязываю до левой стороны, довязываю 3 петли. Первую петлю провязываю лицевой, возвращаю ее на спицу, на нее набрасываю вторую петлю не провязанную, третью провязываю лицевой. И таким образом я буду убавлять каждый этап. Первый этап у меня убавляется через ряд. Сейчас я привяжу просто лицевые ряды. В третьем ряду я опять-таки сделаю убавку до тех пор, пока я не убавлю все 8 петель с одной стороны и 8 петель с другой. В итоге 16 по всему носку.
Второй этап. Убавки делаются в каждом ряду. То есть будут убавляться в каждом ряду без провязывания просто лицевых рядов. Потом уже в третьем ряду я просто закрою петли иглой. Это я тоже вам покажу. Итак, провязала я все убавки, ровные красивые петельки. И теперь надо последнюю треть петель закрыть иглой. Вот у меня на дальней спице нить. Я ввожу нитку, вернее иглу в петлю, подтягиваю хорошенько петлю и протягиваю нитку. Если не потянуть петлю, то ее будет слишком видно. Вот здесь она будет большая и некрасиво будет смотреться. Теперь в петлю на ближней спице снизу вверх захожу. В петлю на дальней спице снизу вверх. И уже я ее сбрасываю, а в следующую петлю захожу сверху вниз. Петлю на ближней спице точно так же сверху вниз. Сбрасываю и снизу вверх в следующую петлю. Снизу вверх петлю на дальней спице, сбрасываю ее, сверху вниз в соседнюю петлю. То есть такие несложные движения повторяются до тех пор, пока я закрою все петли. Петлю на нижней, вернее на ближней спице сверху вниз и сразу же снизу вверх в соседнюю петлю. То есть это имитируется вязание. Если вот так посмотреть, вы можете увидеть, как нитка выходит и заходит в каждую петлю. Снизу вверх, сверху вниз. Когда два раза, уже второй раз мы заходим в петлю, мы ее сбрасываем. То есть мы уже обе стенки этой петли подхватили, прошили, и ее уже можно сбросить со спицы, не боясь, что она потеряется. Сверху вниз, снизу вверх. Сверху вниз, снизу вверх, снизу, сверху вниз. Сверху вниз, снизу вверх. Ну вот уже даже видно, смотрите, вот у нас идет сплошная вязка на мыске. Снизу вверх, сразу же сверху вниз, сверху вниз, снизу вверх. Сверху, вернее, снизу вверх, сверху вниз, сверху вниз, снизу вверх. И последний раз. Снизу вверх, сверху вниз. Все. Вот как выглядят петли на мыске, закрытые иглой. Теперь вывести
иглу наизнанку и закрепить кончик. Ну вот и все, носки готовы. Всем спасибо, кто сегодня был со мной, кто смотрел мое видео, кто вязал вместе со мной. На этом я буду прощаться. Берегите себя, своих родных и близких. До новых встреч. Пока-пока.